Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке мы с вами будем вязать букет вот из таких вот красивых сердечек к празднику. Да, ближайший праздник это у нас с вами 14 февраля. То, в принципе, такой букетик можно будет подарить и на 8 марта. Так, я покажу, как вяжется вот такое вот сердечко. Расскажу, смотрите, они у меня тут два немножко разных. То есть вот это немного подлиннее, вот это короче. Расскажу, как вязать и такое сердечко, и вот это поменьше. Для работы нам понадобятся вот такие вот бамбуковые шпажки, пряжа. У меня вот такая акриловая пряжа. Так, это у меня праздничная с люрексом, где в 50 граммах 160 метров. Вот состав. Все это я напишу в описании под данным видео. То есть будем мы с такой вот пряжи праздничной вязать. Так, еще нам понадобится это крючок. У меня это 2,5. И, конечно же, чтобы наполнять вот эти вот сердечки, нам понадобится холофайбер. Итак, приступаем к работе. Итак, начинаем вязание. Делаем вот такое небольшое колечко. Смотрите, вытягиваем петельку. Провязали ее. Так, ее мы не считаем. И кроме этого мы набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем наше колечко. Так, и далее заводим крючок вот под эту нашу первую косичку. Так, первый ряд у нас было 6 столбиков без накида. Второй ряд мы под каждую косичку будем вязать по 2 столбика без накида. Провязываем под первую косичку 2 столбика без накида. 1, 2. И для того, чтобы не запутаться, под первый столбик мы продеваем маркер. И так под каждую косичку по 2 столбика без накида. Итого у нас во втором ряду должно получиться 12 столбиков без накида. Так, проверяйте себя обязательно. Обязательно должно быть 12 столбиков. В третьем ряду мы с вами вяжем 3 столбика без накида и прибавка. То есть это мы повторяем 3 раза. Итого у нас в третьем ряду должно получиться 15 столбиков без накида. Так, вяжем 3 столбика без накида. Так, 1. Ставим обязательно маркер, чтобы не запутаться. Под следующую косичку второй столбик, третий столбик, да, а под четвертую косичку у нас идет прибавка, то есть мы вяжем под нее 2 столбика без накида. И повторяем то же самое еще 2 раза. Раз, 2, 3, под четвертую косичку прибавка. Еще раз. Раз, 2, 3, под четвертую косичку прибавка. Все. Итого третий ряд у нас получается 15 столбиков без накида. Так, вяжем четвертый ряд. Здесь мы будем вязать 4 столбика без накида, и под пятую косичку у нас прибавка. То есть мы тоже это должны повторить 3 раза. Вяжем первый столбик, ставим маркер,
Так, второй столбик без накида, третий, четвертый, и у нас идет прибавка. Так, повторяем до конца ряда. 4 столбика без накида и прибавка. Прибавочка, то есть в этом четвертом ряду у нас должно получиться 18 столбиков без накида. Так, на этом этапе можно спрятать хвостик и обрезать нить. Так, смотрите, пятый, шестой ряд мы просто по кругу провязываем столбики без накида. 2 ряда без каких-либо прибавок. То есть и в пятом, и в шестом ряду у нас должно получиться 18 столбиков без накида. Вяжите самостоятельно 2 эти рядочка. Так, провязали мы пятый, шестой ряд. Смотрите, снимаем маркер. Вот в эту петельку продеваем, делаем соединительную петлю и обрезаем нашу нить. Так. Закрепили, обрезали нить. Вот. И вяжем еще одну точно такую же детальку. Но там после провязанного шестого ряда мы ниточку не обрываем. Встречаемся, когда у нас будет связана еще одна такая деталька. Но ниточку мы не обрываем. Так, готова у меня вторая деталь. Смотрите, здесь я ниточку не обрывала. Что мы делаем? Прикладываем вот эту детальку к этой. Так, маркер я пока сниму. И в ту петельку, которая идет вот дальше. Вот мы сюда соединительную петельку выводили, то следующую косичку, да, мы вот так вот берем вот эту косичку этой детали и косичку следующей детали и соединили вместе. Один столбик без накида. Теперь туда, куда у нас была соединительная петелька, и опять же следующая косичка на вот этой нашей детали, тоже 2. Так, хвостик мы сюда внутрь его спрячем. И следующая косичка у нас, которая была перед нашей соединительной петлей. И здесь косичка. Все, то есть таким образом мы провязали, вот этот хвостик у нас прячется, 3 столбика без накида. И далее мы обвязываем каждую детальку. То есть по этой детальке мы свяжем 15 столбиков без накида. Не пропускайте, я здесь покажу, как красиво перейти на вторую деталь. И по этой детали мы свяжем 15 столбиков без накида. Итак, провязываем первый столбик, ставим маркер. Первый, так, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14. Так, а 15, смотрите, мы возьмем следующий столбик, как бы провязали, да, и тот столбик, где было соединение двух деталей, один из них. Вот 3 петельки на крючке и все вместе провязываем. То есть так мы провязали 15 столбик без накида. Здесь то же самое. Мы провязываем по кругу 15 столбиков. Смотрите, первый как мы вяжем. Та косичка, где уже было соединение, вытянули и следующий столбик. Все вместе провязали. Вот это у нас первый столбик без накида. Это только в местах соединения этих деталей. Далее вяжем второй, третий,
четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, а пятнадцатый тоже давайте тоже также провяжем. То есть мы захватим и эту косичку, и ту косичку, которую мы вот соединяли две детальки. То есть точно так же вот 3 петельки на крючке. Вот все вместе провязали. Это у нас был 7 ряд. 7 ряд такой соединительный. Далее вяжем 8 ряд. В 8 ряду у нас уже пойдут убавки. Я покажу, как делать убавку. Здесь мы вяжем 4 столбика без накида, убавка. И так повторяем 5 раз. Так, маркер сняли. Начинаем вязать наш 8 ряд. Так, вот здесь у нас был маркер. Да, вяжем 1. Снова ставим маркер, чтобы ничего не напутать. Далее вяжем 2, 3, 4 столбика без накида. И теперь смотрите, как мы делаем убавочку. Вот эти 2 петельки предыдущего ряда, за переднюю полупетлю берем 1 петлю, ой, 1 столбик предыдущий, и за переднюю полупетлю берем 2. Вот так вот протянули и вместе провязали. Вот так мы делаем убавку. Еще раз покажу. 1, 2, 3, 4. Вот 2 косички предыдущего ряда за первую полупетлю. 1, 2. И вот вместе провязали. Все, это я провязала 2 раза. Еще также провязываем 3 разочка. То есть вяжем 4 столбика без накида, убавка. Еще 3 раза провяжите. Итого у нас в этом ряду будет 25 столбиков без накида. Вяжите самостоятельно до конца этот ряд. Это был 8 ряд, в котором мы делали убавки. У нас должно получиться 25 столбиков без накида. 9 ряд мы просто провязываем без каких-либо убавок, либо прибавлений. То есть просто 9 ряд провязали 25 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. Так, 9 ряд я провязала, просто 25 столбиков без накида. Теперь вяжем 10 ряд. Это у нас будет 3 столбика без накида и убавочка. Так, смотрите, провязываем 1, 2, 3 и делаем опять за переднюю полупетельки. 1, 2 подобрали. Вот так вот сделали убавочку. Еще раз сейчас покажу. Так, 1, 2, 3. Вот как делается убавочка. Еще раз показываю. Передняя полупетля одной косички и передняя полупетля другой косички. Протянули, провязали вместе. Вяжем до конца ряда. Здесь у нас должно получиться 20 столбиков без накида. То есть делаем еще 3 таких раппорта. 1, 2, 3. Убавочка. Так,
Это был 10 ряд, 11 ряд. Мы просто провязываем 20 столбиков без накида, то есть без всяких прибавлений и убавок. Просто по кругу 20 столбиков. Так, провязали, это мы 11 ряд. Теперь 12 ряд, делаем 2 столбика без накида, убавочка. Так, провязываем 1, ставим маркер, как обычно, не забываем его ставить, чтобы не запутаться. 1, 2, убавка, как вот мы ее и делаем, за передние полупетельки. Протянули ниточку, провязали 2 вместе. Повторили еще 4 раза. 2 столбика без накида, убавка. В этом ряду у нас должно получиться 15 столбиков без накида. Так, это мы провязали 12 рядочков. У нас должно получиться 15 столбиков без накида. На этом этапе я беру Hollow Fiber и наполняю мое сердечко. Так, потом еще немножко холофайбера добавим. И смотрите разницу. Вот я вязала, так, я сейчас буду вязать точно такое же сердечко. Да, мне вот оно понравилось больше, чем вот это вот такое, оно немного удлиненное. Если вы хотите связать такое сердечко, то 13 ряд вы просто провяжите без всяких прибавок, убавок, просто 15 столбиков без накида. Я же этот ряд вязать не буду. Просто я хочу вот такое вот. Более кругленькое, не удлиненное. И поэтому следующий ряд у меня, 13, я буду делать 1 столбик без накида и убавка. И это мы проделаем 5 раз. И итого у меня в 13 ряду получится 10 столбиков без накида. Приступаем. Так, провязываем 1 столбик, ставим маркер и делаем нашу убавочку. Вот, и повторяем, то есть провязываем 1 столбик, убавочка за передние полупетельки. 1 столбик без накида, убавка. Так, итого в 13 ряду у меня получилось 10 столбиков без накида. 14 ряд мы провязываем без прибавок убавок, просто 10 столбиков без накида. Так, на этом этапе мы еще немножко добавим Hollow Fiber. Так, и последний наш 15 рядочек, это мы сделаем просто 5 убавочек. Так, здесь маркер сняли. Так, убавки мы точно так же делаем за переднюю полупетельку. Так, вот эту петлю меньше сделаем.
Маркер тоже можно поставить, чтобы не запутаться. Два. 3. 4. 5. Ниточку мы обрезаем. Маркер сняли. Так, протянули. И теперь вот так вот под переднюю петлю каждой петельки еще раз пройдем, чтобы все это стянуть. Вот, смотрите. Под каждую косичку. Вот так вот мы ее 2. 3. 4. 5. Так, теперь стянули. Ниточку захватили, протянули и обрезали. Так, наполняем холофайбером хорошо, потому что они у нас будут на шпажках. Сейчас я покажу, как мы... Если наполнено хорошо, то даже ничем не надо фиксировать. Просто одеваем на шпажку. Вот наши бамбуковые шпажки. Ищем серединку и вот так вот хорошо прокручиваем.